как, где вот эту открыточку пробежать. А чтобы открытку пробежать, это такие нужно иметь, Стальные. болтающиеся штуки у тебя между ног. Приветствую. Здравствуйте. Здрасте, Вы, здрасте. вы откуда? О чем общаетесь? Ну, родом вообще из Сибири западной. Общаюсь, ну, редко захожу в чат-рулетку, когда получается. Да, по большей степени собеседник там тематику задаст. Смогу поддержать, поддержу, а нет, так, ну, дальше идем. М. Слушайте, у вас флажок горит Украина. Это у Я вас твои VPN? Украины, в VPN, настройки да? даже не заходил, не заморачивался. Что-то? Это VPN или это просто так получилось? VPN не пользуюсь, ни разу не пользовался. Вы не первый уже, кто говорите об этом. Ну, так получилось. В настройки даже не заходил. Может, по той причине, что на ДНР, может, поэтому, не знаю. Понятно, ясно. Ну да, понятно. Слушайте, ну, а вы сейчас на территории, я так поняла, ДНР, да? Да, да-да-да, все верно. Мгм. Ну, я не буду спрашивать, как далеко от линии соприкосновения, Ну, потому сейчас что довольно-таки далеко под Донецком, под самим. Сейчас под Донецком. И как там, спокойно, неспокойно? Ну, вот вы сейчас там Ну, находитесь. вообще, когда, этот, господи, когда в прошлом году-то с Авдеевки их выдавили, потише здесь стало, но все равно, прилеты бывают. Я не в самом Донецке и не в Макеевке, тут рядышком. Но вот в прошлом году, прям по, вот, ну, сейчас, ну, тыловой район считается. Вот. Сегодня в Увале просто мы с тестем вместе в этой корпорации в нашей большой работаем, квартиру снимаем на двоих. Что если выберешься там, с позиции постираться, помыться. В располаге тоже можно, ну, блин, квартира есть квартира все равно. В ванной поваляться. Прилеты были, по осени, и в частные дома они попали. Я уж не знаю, химарсом или чем. И вот, ну, местный мужичок есть, так сдружились, он таксист. И прям вот его знакомых, семью разбомбили, они по Донецку, что у нас получается по осени, в начале зимы, господи, это, как он называется, торговый центр расфигачили-то, Мгм. блин, забыл, как он называется. Ну, Ну и неважно. прилетает. Мгм. Прилетает, бывает. Ну, не так, конечно, как раньше, до Авдеевки. С Авдеевки они прям с градов фигачили. То есть это, ну, вот рядышком так относительно. Тем более я с Сибири родом, у нас как-то населенники так на удалении находятся. Ну, география у нас площадь-то большая, конечно, Да. а здесь, ну, все рядышком, все близко, Мгм. населенники. Ну, вообще Донбасс, он такой более густонаселенный-то, чем, вот насколько я знаю, там тот же, ну, я имею в виду сам Донбасс, он более густонаселенный. Ну, не в плане того, что даже, как сказать, там все Ну, я понял, плотно. если по пропорциям, территории вы имеете в виду. Ну, Ну, по разумеется, пропорциям территории, и людей, я да, правильно понял. и, соответственно, там по настроенному всему. Вот. Слушайте, а Да, На Новый год там как было? Или вы не там были на Новый год? Я имею в виду вот там, так где вы сейчас. здесь, Здесь, ага. ну, И ну, на располаге был. Да ничего, ну, ПВОшка работала у нас. У нас просто тут, трасса, это рядом проходит, там ПВОшка стоит наша. ПВО вот у нас периодически, по-моему, вчера чё, запуск. Но есть ПВО, я имею в виду ракеты, ну, комплексы, а есть что, ПВО вдоль трассы, со стрелковым, там, ну, пулеметы, понятно, что не автоматы. Вот. ПВОшка такая большая работала вчера, 2 выпуска было ракеты, 1 взрыв был, то есть, ну, кого-то сбили, кого-то м. сбили. А Ну, вообще сейчас вот, больше, я поняла, сверху, да, это. Щас как вот как бы по сравнению, там, скажем, вот год назад и вот сейчас, э, когда больше было? Тогда, сейчас? И вообще как вот это вот,
динамика? Я вот в эту статистику вам не скажу по той причине, что прошлый год я по большей степени на позициях провел. Что тут творилось, ну, как бы М. не могу сравнить по той причине, что был на позициях, там-то маленько по-другому все происходит. Вот. Так, ну, не могу сказать. Ну, не Ну, соврать, хорошо. там, Да, показаться перед глаза бросать, смысла нету никакого. ну, понятно. Ну, Слушайте, а как так. местные, как вот с местными вот вы общаетесь, с местными, или там вообще уже никого нет, там не с кем поговорить вообще? Тут, Есть? как это есть? Ну, смотря какой населенник вы имеете в виду. Ну, я вот сейчас прям в тыловом районе нахожусь, ну, относительно, говорю, что под Донецком. Вот, у нас, ну, я в местной бригаде, ну, сам сибиряк, я в местной бригаде нахожусь. Вот, ну, процентов, наверное, 40 у нас местных. Командование у нас, ну, именно где я в подразделении, у нас местное командование. Мгм. Ну, как не говорить, местное. Ну да, ну вот мне интересно, вот все-таки у них же это все началось гораздо раньше, то есть они-то уже в этом во всем еще с какого там, Ну, у них с апреля, 14 года. с апреля 14-го, да, то есть вот. Мгм. Ну, если по моим прикидкам вот так взять статистику, то есть, ну, вопрос, скорее всего, ваш, что рады, не рады, что в Российскую Федерацию вступили. Ну, безусловно, рады. Но есть такой нюанс, это есть у людей неприкрыто, ну, у меньшинства людей, конечно. Дело в том, что я считаю, ну, как и россиянин, да, ну, в 2014 году мы кинули этих людей, ну, как государство. Поэтому у некоторых людей есть Крым-то мы приняли сразу, присоединили к себе. У некоторых людей, конечно, есть вот эта обида, она проявляется. Пусть и не так открыто, но иногда замечаешь. Ну, и я их, блин, ну, я прекрасно их понимаю. У меня вот командир взвода, ну, можно я расскажу, да? Да, Вот он в конечно. самом начале 2014 года, ну, вот он ранение, он еще гражданский был, вот, он ранение получил довольно-таки серьезное, там сухожилие с ногой связано, то есть он до сих пор, ну, ему скоро уже много отнимут, так скажем. Есть парнишка, тоже был во взводе, сейчас он в резерве после ранения такого серьезного. Он говорит, понимаешь, что, говорит, он на шахтерах работал всю жизнь. Он, понимаешь, говорит, ну, я как бы, ну, говорит, он Селидово сам. Я, говорит, ну, квартира, все у меня была. Получается, маму его в прошлом году, ну, Селидово освободили. Что она рассказывала, ужасы, что те творили. Или когда уже чувствовали, что, ну, Россия заходит туда. Прямо говорит, семьями людей ложили. Я говорю, ну, мужиков, ну, что сейчас Россия придет, поступит на службу. Нет, говорит, и детей, говорит, и женщин. Я говорю, ну, то есть это, ну, пропаганда, она везде есть. Я говорю, ну, это не пропаганда, часть нашей. Ну, с мамой с разговаривали. Она говорит, «Да нифига подобного. Говорит, прям И причем были поляки и французы в основном. Вот поляки там прям лютовали. Может, они там, не знаю, за что-то хотели им отомстить. Вот. И вот этот парнишка, он говорит, типа, ну, Илья, типа, у меня, говорит, и работа была, и квартира, все жилье. Ну, по сути, я, говорит, бомжом оказался после 2014 года. Но Донбасс и Луганск, они как-то ментально всегда тяготели к России. Ну, Ну, там, вот. знаете, как вот Есть такие люди, есть кто прям рад, что, ну, действительно, Россия все наконец-то приняла в свое лоно, там, так скажем. То есть, опять же, даже те, кто с обидой вот с этой, они со стервенением, ну, мы укропов немцами называем, ну, я, по крайней мере, называю немцами их, не в обиду нашим российским немцам, безусловно, я вот, понимаю, это со потому что у нас стервенением. все-таки, знаете, как все, кто, как говорится, вот родились в прошлом столетии, да, они все прекрасно понимают, что у нас вообще ассоциируется слово война с Великой Отечественной войной. Это вот, как говорится, это не дать не взять. А естественно, знаете, как Ну, опять же, э, все... Мгм.
Да, и, Да нет, естественно, извините, поэтому это вот я. это вот это вот, вот этот вот, вот те эпитеты, которые вы используете, они больше не по национальности, а именно вот по вот этому вот отношению, да, то есть вот, да, я Да, понимаю вас. да-да-да-да-да. Потому что многие тоже, извините, сейчас 5 копеек опять ставлю, потому что многие, может быть, забывают, может, кто-то не знает, что, ну, вот фашистская Германия, которая атаковала тогда, на ее стороне принимали участие и румыны, и молдаване, и те И же самые венгры, французы были. Это да, все европейские страны. Просто мы привыкли, что немцы, немцы, немцы да. называют, а наши немцы ничего общего не имеют, потому что больше, может быть, предки немцев наших российских и есть, кто там остался после плена, ну, это, хотя наших отпускали туда-обратно. Большинство немцев наших российских это еще при имперских временах остались. Ну, я так чуть-чуть маленько историю знаю. Да, да, ну слушайте, ну а Ну, после того, как наш император Петр Первый, как говорится, прорубил окно в Европу и как начал завозить вот это все и голландцев, и немцев, и кого только там не было. И очень много они и строили а, здесь, да, и, конечно, и культуру свою привезли, и кулинария была очень сильно распространена, и не только это, и литература, и все-все-все, и одежда, и много чего. Слушайте, а вот то, о чем вы говорите, вот этот вот эпизод, который вы рассказали про то, что вот когда они уходили, это было уже после 22-го, получается, года, да? То есть вот, ну, вот это вот прям вот ну, Селидово после... это прошлый год получается. Это А, прошлый ну год вот, получается, то есть 24-й год. и вот такие вот зверства, вот эти вот, люди, которые там, значит, жили, неважно, имел ты отношение к военным, не имел, ты все равно Без вот разницы. Я бы сначала думал, что это к мужскому населению по большей степени, ну, что убивать, а не мужское население. Они говорят, нифига подобного, говорит, и женщины, и, говорит, детей, ребятишек. И там вот по большей степени, то есть, ну, вот у нас батальон там какой-то был, уж не знаю, врать не буду, Азов, там Кракен, как они назывались. И вот именно, говорит, польская речь была и французская, польско-французская. То есть кошмар какой. причислять вот этим зверствам чисто украинцев не надо. И в европейской части вот этой гниды хватает. Я, Ну правда, да, вот, попрошу только. а потом говорят, что это самое, ну, вот когда ты встречаешь некоторых, таких, знаете, ярых патриотов, "Щеньев Мерлы", они говорят, что это же они, воюют со второй армией мира, только они. Вот. А то, что действительно вот и слышна, и люди я тоже это слышала, что, люди, которые, так скажем, имеют отношение, к вот этой ситуации, я имею в виду вот к военным действиям, и говорят, что и еще и испанскую речь слышали. Я имею в виду, что это вот из Южной Америки, то есть там колумбийцы или кто там уж, туда приезжали. Ну, это я не штурмовик, то есть не на самом крае, на переднем, кто до стрелкового боя бывает, доходит. Сейчас же в основном дроны. Вот, ну, э, я их не встречал. Вот. Штурмы наши тоже их, насколько я знаю, не видели. Но вообще, вот именно, как вы говорите, испаноязычных, их очень много. С таких стран, как, например, Франция, Германия, Англия, таких людей, США, таких людей на передке будет единицы. Они будут сидеть где-нибудь ближе к тыловому району, они будут помогать в ракетных ударах, они будут помогать в артиллерийских расчетах, они будут помогать с дронами. Сейчас таких вот стрелковых боев, ну, сейчас дроны решают. Решают в основном дроны. Да, то есть, ну, наши штурма идут, там их в опорнике сидят. Но сейчас даже, так скажем, артиллерия не везде эффективна. Я вот сам минометчик в АБ-11, может, ну, скорее всего, вы блогер какой-то, либо стример, и если меня смотрят, ну, люди маленько Нет, я только связанные с военным записываю, делом, я только записываю, и только если вы разрешите, то я вас ну, закрою. нет, да нет, да зачем закрывать? Я уже тут сейчас рулетки сегодня, наверное.
15. Ну вот, я что хочу сказать. Вот наш миномет, он работает там на несколько километров. Ну, кто знает, тот знает. Длина стволка там тоже определенная в зависимости, какое орудие. А вот дроны, вот это сейчас вот, да, прям актуально. Они вот эту тему, тематику, они стали раньше применять, изучать, и они, ну, в этой теме пока сейчас впереди. Я про Герани-то, ну, не имею в виду, про Ланцет, Я а вот именно понимаю, FPV-дроны. вот эти вот вертушечки, да? Да, 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 да. Мгм. Вертушечки. Я 14 февраля прошлого года от такой вертушечки, вот мы втроем были, в разведку пошли, позицию новую искать. Вот мы получили ранение. Только вот так осколки свистели, и тут один мне в ляжку попал, ну, считай, насквозь пробил. Алексею парнишке, тоже, он, кстати, местный, с этого города, где сейчас я вот, нахожусь на выходном дне. Он в нижнюю конечность получил. Но я неделей, ну, операцию не сразу удалили его, осколок этот. Я неделю пробыл на больничном, и то выпросился. Там, блин, невозможно находиться. А Леха, он недели на 3, наверное, завис этим с ранением. Дроны. Сейчас вот прямо война дронов. Это вот самое актуальное вооружение сейчас. Но они тоже разные бывают. Тоже. Слушайте, ну а как настроение? Скажите, пожалуйста, вот у вас, например. Знаете, вот все-таки, знаете, настрой, Да, настроение, усталость, она же тоже сказывается. не сказывается, безусловно. Ну, мне грех жаловаться по той причине, что, блин, самое вот трудное бремя выпало это пехота, это штурма. Это прям вот им почет и уважение. Это вот эти мужики на самом острие атаки. Мы следом, ну, вот как мы, получается, взвод огневой поддержки, то есть мы следом идем, а у нас такое расстояние с миномета работает, нас с птичек разобрать как, фу, нифиг делать. Ну, У них полет в 2 раза превышает, нежели чем вот наш полет снаряда. Ну, мгм. мужики вот. И там такие мужики, иногда бывает, глянешь на него без слез, ну, не можешь смотреть. Даже когда он на гражданке был. Ну, что это за воин? А, блин, извините. А, Нормально. а вот внешность иногда бывает так обманчивая, сила духа. Я вот еду до позиции, э, ну, во-первых, практически всем страшно. Тот, кто говорит, что не страшно, не боится, это, ну, либо куку, либо это уже, извините, ну, осложнение уже проведенного времени здесь. Ты идешь по посадке до позиции, было такое, что ну, мы высаживались нам до позиции, до нашей, до минометной, там, пару километров, 3 километра. И когда вот эти штуки жужжащие прилетают, ты вот так скомкаешься. Но можно скомкаться, и все, ты не БГ, просто морально, умственно. Ну, все, то есть тебя вот эта ситуация съела. Ты ничего не можешь сделать. Все, ты бесполезен. Ты, скорее всего, умрешь. И нужно себя пересилить просто со страхом. Но ты должен идти вперед, двигаться, принимать решения, думать, скумекать, как, где вот эту открытку пробежать. А чтобы открытку пробежать, это такие нужно иметь Стальные. болтающиеся штуки у тебя между ног. Ну, там не то, что стальные, там как в Росомахе, там вот этот сплав был, ё-моё, э, забыл, как он называется. Да, но ты бежишь, ты боишься, но главное, что пересилить вот этот страх, ты со страхом бежишь и делаешь все. Но главное действовать. Я вот по большей степени скажу, я сыкло еще тот был на гражданке по поводу войны. Вот, и я финансовый, ну, как, знаете, любят вопросы, а ты же за бабок пошел. И да, и нет. Я бы мог с Россией подписать, очень бы хорошие деньги получил, но я приехал, я ограниченно годен был, у меня там проблемы были с подписанием контракта, я астматик сам по себе. Я приехал сюда,
У меня ну, тесть уже здесь был. Он сначала ЧВК был, потом возраст ограничили, ему с Финкой пришлось подписать контракт. И я сюда приехал через Макеевку, заходил, меня в Макеевке побрили. Я 3 недели потратил на то, чтобы, ну, типа, здоров был. Хотя, блин, с астмой мне, конечно, тут тяжело. И вот тут проще человеку не с физической мышечной массой, а пусть со средней, жилистой, но главное Мгм. тут выносливость. Физическая Мгм. сила в нашем понимании, что тяжесть можешь поднять, Мгм. это нифига тут не работает. Тут выносливость надо. У меня есть выносливость, ну, вот это подводит. Хотя и курю с 11 класса, или мое. Вот. И, Ну и, блин, ну и, и финансовый, короче, ну, грубо скажу, подведу итог. И финансовый, конечно, момент присутствует. И я себя решил проверить. Ну, скажу то, что я родину люблю. Многие люди могут сказать, так а что ты в 14-м не поехал? Ну, объясню. На диване я всегда за наших был. Ну, опять же, вот этот страх всегда присутствовал. А вдруг меня убьют, а вдруг меня покалечат? Ну вот. А когда в Белгород уже в Курск они зашли, блин, так на диване-то за наших можно много переживать. Ну, в общем, много факторов сложилось, что почему решился. Супруга, конечно, рада не была, но могу сказать, если вдруг... Ну, она не смотрит, конечно, там не стримы, ничего, времени нет, ребятишки маленькие. Но у меня самая лучшая женщина во всем мире, во всем свете. Когда я сказал, теща знала, что я уже сюда поеду. Ну, тестюха, соответственно, он здесь уже был. Она сказала, блин, я так и знала, что все к этому и шло. Говорит, я, говорит, конечно, не рада, говорит, но поддержу, говорит, любое твое решение и приму любое твое решение. Мне просто женщина повезло. Она в гости да, приезжала сюда. Мы здесь обвенчались, кстати, с нею. я вам желаю долгих лет жизни, совместных долгих лет жизни, здоровья вашим детишкам, если таковые есть. Вот. Есть И, двое. конечно же, вот, тем более, и гордость за Мальчик и своего... девочка по стандарту. О, полный комплект. Слушайте, ну еще, знаете, я вам хочу сказать, вот к тому, что вы сказали, вы абсолютно правы по поводу вот выносливости, вот это вот силы там и так далее, да. Но еще нужно помнить про вот моральную составляющую, то есть такой вот на уровне психического, вот как вы сказали, чтобы не поехать кукушкой, да, вот, чтобы психика была такая, ну, в ресурсе, скажем так, в ресурсе. Вот. Дай вам Бог, конечно же, удачи, как она, воинская удача или как военные говорят, это воинская удача, наверное, да? И небо, и небо без камней, как еще у нас сейчас теперь говорят. Вот, вот, и без всяких вот этих вертушечек. Дай вам Бог. Вот, Спасибо. и вернуться домой к своей любимой, к своим близким, к своим родным, вот таким, какой вы есть, улыбающимся, с хорошим, как говорится, настроением. Ну, вы понимаете, о чем я имею в виду. Спасибо. Да. Да, да, Вот. да, да, да. Здоровья вам. Спасибо вам огромное за разговор. Конечно же, с Ну, праздником прошедшим и с Рождеством, и с Новым взаимно. годом. И всех, кто с вами сейчас, как говорится, рядышком, их тоже, как говорится, от всей души, от всего сердца, с новогодними и рождественскими праздниками, да еще который Новый год будет, Старый Новый год. Да, Вот. ну, да, да, да. У меня к вам только вопрос. Если я выложу вас, это можно? Я... Да, без проблем. Мгм. Хорошо. Без Еще раз, проблем, без проблем. Да. хорошо, Мгм. спасибо вам большое за разговор. Всех вам благ. Спасибо. А можно вопрос тоже? А можно вопрос тоже? А где можно будет потом, ну, глянуть, посмотреть, найти, как у вас канал называется? Канал у меня называется «Камин к экзорцистке». Камин Ка- Камин, экзорцистский. ну вот, к Ага. экзорцистке. У меня маленький канал. А где это? Я Это в ВКонтакте Рутубе. или на В, Ютубе? в Рутубе.
Так, а на Рутуб, ну, скачай его. У нас на позиции Starlink, у нас YouTube там всегда работает, так, ВКонтакте. Рутуб, камин экзорцистки. А я прям сейчас, чтобы не забыть, сейчас это выйду отсюда и установлю Но вы Рутуб там, себе. вы, вы, Ебу. вы там увидите, я вот всегда в маске. У меня может быть здесь Да? другое облачение, но я все время на фоне камина, и я всегда в маске. Вот. Так Хорошо. что Тогда, если вдруг увидит, ну, можно еще, если вдруг увидит земляки с Новосибирской области, ну, по лицу, если узнает, увидит, с какого города, так уж не буду называть. Всем привет, всем добра. Хочу обратиться к тыловым движениям «Крылья ангела». Вот, к Софии, фамилию не буду называть. Очень сильно помогаете. Без крепкого тыла победа нам прям вообще не видна. Ну, все, в принципе. Если спасибо вам вдруг они ну, большое. увидят. Я постараюсь Да не за что. приложить максимального усилия. Все, вам всех благ, добра, мира и удачи, удачи, удачи. Спасибо. Всех благ. Благодарю вас. Взаимно. Пока. Всего доброго. До Пока.